тут загораешь, лежишь, да? Это наша шконка. И мы просто как две белые вороны там ходили. Мы не понимали, не было ни одного европейца. Как вы видите, очень романтично жить, как Карлсон на крыше дома, правда? Большая часть работы, это, наверное, связано с руками. И что касается денег и слова «завтра», забудьте, этих денег вы больше не увидите. Я в Ютубе. Несквик, да? Несквик? Именно так, с Серьезно, Несквика, да? да. Просто я очень удивилась, друзья, понимаете, он говорит, тебе Несквик с молоком или без чай. молока? Я говорю, он говорит, кофе я не пью. Не-не, просто я первый раз в жизни встречаю мужчину, который пьет Несквик. Да. То есть вот так у тебя начинается утро. Во сколько у тебя утро начинается? Ну, в среднем это часов 10. 10, да? Да, пока что. Но бывает так, бывают недели, когда встаю в 7-8 утра, бывают, я могу проснуться в 2-3 часа дня, то есть нету какого-то нормированного графика, то есть он постоянно такой, в бешеном темпе постоянно меняется. Не, ну я тебе скажу, как для жителя Хургады ты очень такая ранняя пташка. Птичка, пташка, как сказать. Ну да, есть такое. Ну потому что здесь почти, да, здесь мало кто встает утром. Наверное, только те, кто сотрудники работают при отелях. Вот спортивный уголочек Алексея. Не, ну молодец, молодец. Так, ну идем на крышу посмотрим, да? Да, окей. На крышу. Какая красота. Ты тут делаешь зарядку? Да, периодически, когда Да? не сильно жарко. Серьезно, да? Класс. Молодец. Слушай, вон, смотри, соседи у тебя. Что, ты с ним общаешься? Тут так интересно, можно вот так познакомиться, да? На крыше перелезть. На крыше дома. Ну, а Хургада как вас встретила? Как вам тут Хургада живется? встретила хорошо, потому что, ну, мы же сюда приехали, здесь есть кому было приехать, мой дядя здесь. То есть нас встретили. Уже легче. Да. Привезли домой, мы выспались, и в этот же день мы сняли уже здесь сразу квартиру. В Каусере, в хорошем районе, где куча русскоязычных людей. Да. Ну и вот так все началось. То есть начали потихонечку осваиваться. Конечно, первое, что бросалось в глаза из такого негативного, это мусор, вот грязь, это все везде. Непонятно было, как дорогу переходить, потому что светофоров нет, зебру они не знают, что такое, хотя она есть. Но они Интуиция. просто... Да. И вот машины просто вот так вот носятся, и просто смотришь на людей, они идут, и машины в итоге сами останавливаются. То есть в этом есть какой-то у них порядок, у них своя здесь атмосфера с этими сигналами вместо поворотников. И вот этот переходить дорогу, когда ты просто идешь среди потока машин, и они сами, в принципе, останавливаются, то есть никто тебя не задавит. Можно смело идти, не бояться. Да, вообще красота. Это каждое утро тут, наверное, это самое, сидишь сам, да? Ну, периодически. Не сказать то, что каждое утро, потому что все равно ко всему привыкаешь. Да? Уже то, что радовало в начале, потом уже, да? Ну, уже меньше, конечно, меньше. Но все равно можно вот так вот, например, 2-3 дня не выходить сюда и потом выйти с таким наслаждением. Да. Потому что, ну, вот этот цвет, он прям лазурный. Лазурный. Дорогие друзья. И это прям потрясающе. Вот эта мель, один цвет, где глубина, он более глубокий цвет такой, синий. Да. Сейчас вам И покажем. это прям реально красота. И, кстати, я первый раз нахожусь на такой крыше, где видно всю Хургаду. В общем, как вы видите, очень романтично жить, как Карлсон на крыше дома, правда? Слушай, это еще не все, там есть матрас, там вот шланг с водой. Да. И у большинства крыш есть столики, стулья, либо какая-то мангальная зона. Вот здесь у нас здесь мангал стоит, здесь даже стоит кальян. То есть ты можешь воспользоваться кальяном. Есть матрас, можно позагорать. Вау, и ты что, тут загораешь, лежишь, да? Это наша шконка. Что? Шконка. Да? Вот. Ну, мы его используем здесь просто поваляться, позагорать. Класс, ну тут можно спокойно жить.
вообще в легкую. Вот палатку разбей и живи Да. здесь. Дорогие друзья, если вы приедете в город и не успеете найти квартиру, вот тут есть матрасик для 2 человек спокойно. Welcome to Хургада. Да, так что не переживайте. Где Даже душ? душевая есть. Душевая, а ну покажи душевую. Вот, пожалуйста. Да елки-палки. О, ну все, жить можно. Вот. Ну вот к этому по чуть-чуть ко всему привыкаешь. А так, конечно, ты утром просыпаешься, у тебя солнце, жара, у тебя, тем более в Каусере, где, ну вот я раньше там жил, сейчас в другом месте, там прям рядом у меня было все, там хочешь прачечная, хочешь овощной магазин, там фрукты, продукты, аксессуары, ну короче, вот прям на одной улице есть все. И удобно то, что я из дома выхожу, то есть мне не надо там как-то одеваться, как я обычно там в Москве, там, мне надо там одеться, там что-то собраться, куда-то пойти. А тут я просто тапки одел и пошел. Вышел из дома, пошел, купил все, что мне надо, через 5 минут вернулся домой, делаю себе завтрак. Все. То есть, ну, есть в этом свой кайф. Вот вы бы в Москве нашли что-то подобное? Точно нет. Тут романтика на каждом шагу, без каких-то излишеств, правда? Да, да. В простом. Вообще, знаете что, господа, с возрастом понимаешь, что вся простота, весь кайф, вся красота в простоте. Согласен, да? Абсолютно. Тут вот смотрите, ты как дома ходишь, да? Да. Вот сейчас меня Алексей повезет домой, и вот он... Вот как дома, так и на улице. То есть не нужно Спокойно. париться о том, что тебе одеть, как тебе выйти, перед кем покрасоваться. Здесь никто этого не оценит. Здесь всем абсолютно все равно, в чем ты одет, как ты одет. Никто не будет там пальцем на тебя показывать и что-то подобное. Как, например, это в Москве тебя там ценят по одежке. Здесь такого нету абсолютно. Правда? Вот, то есть абсолютно свободно. Вот я вот так, не знаю, дома я вышел в магазин, купил что-то. У меня бывают даже моменты, у меня есть какие-то футболки такие, ну, в которых я могу там заниматься, тренироваться, еще что-то. У них бывает там какие-то дырки, там, ну, какие-то мелкие, там что-то такое протерлось. И вообще вот нету какого-то чувства там стыда или еще что-то ее одеть. Вообще легко, я ее одену, пойду, не знаю, гулять в ней, вообще спокойно. Да, И даже да. и никто мне вообще слова не скажет, и никто даже не подумает о том, что, ой, смотри, нифига себе идет в дырявой футболке. Нету, такого Да, здесь да, нету. да, Здесь это вот точно. в этом плане вообще спокойно. Помыться, поспать, насладиться видом, Да. пожарить шашлыки. Даже здесь есть, получается, на крыше есть спальня, есть душевая и есть кухня. Да, все, точно, что нужно, все есть. И смотрите, какой вид на Хургаду. Вы понимали, чтобы вы не думали, что это только у нас на крыше так. Вот смотрите, соседняя крыша, там даже есть бассейн. Да. Рядышком вот крыша, тоже есть стол, стульчик. То есть все везде плюс-минус так. Сколько времени ты перестраивался вот из Москвы в Хургаду? Это же очень такая, знаешь... Ну, да. Наверное, тут перестраивался это, наверное, может быть, 3 месяца. 3 месяца 3 примерно месяца, заняло, да, чтобы освоиться, чтобы понять вообще, что к чему, Психически тяжело как было? здесь нет. Нет, да? Психически нет. Ну, опять же, если бы я был один, конечно, это было бы сложнее, поскольку у нас постепенно, как бы мы приехали с другом, потом приехала еще одна компания, и мы все вместе, поэтому было проще. Плюс, как бы, есть дядя, который тоже, соответственно, все показывал, рассказывал, куда пойти, куда ходить, куда не ходить, в общем, такого плана. Вот. И первое впечатление вот здесь такое больше все туристическое, а есть еще местные такие районы, как Дахар, например, да, там больше местного колорита. И Нравится тебе там? Ну да, Да, мы поехали с другом туда, я занимаюсь ремонтом техники, и когда я понял то, что этим же здесь буду заниматься, мы начали искать, где купить запчасти, все такое. Мы поехали, нам сказали, езжайте в Дахар, там рынок есть большой, мы поехали туда. И мы просто как 2 белые вороны там ходили, мы не понимали, не было ни одного европейца. Мы просто вдвоем ходим по этому рынку, все вот так на нас смотрят, мы тоже на них смотрим такими глазами.
ходим, просто заходим в разные магазинчики, павильоны. Вот реально методом тыка мы просто искали, где купить запчасти. Находили, да? Находили, да, сначала одно место нашли, потом через какое-то время нам подсказали там где-то еще рядом место, потому что они, как правило, все рядышком торгуют. Вот. Ну и так потихонечку нашли, где покупать запчасти, и тем самым освоили Дахар. То есть, потому что нам приходилось там очень много ходить. Прям мы могли, при том, то, что время-то, они же не работают утром, ты не можешь поехать туда там, в 11 утра или там, в 10 утра, найти все, что тебе надо, и заниматься дальше весь день своими делами. А тебе приходится полдня ждать, непонятно чего, пока там они все там, кто-то в 3 открывается, кто-то в 5 вечера, потому что можно приехать на рынок там, в час ночи, он будет работать, там все активно работает. Поэтому больше, большая сложность вот у меня была, по крайней мере, вот этот режим поменять день на ночь, получается, Да, потому что они живут после 5 вечера, то есть начинается вот жизнь, да, в Хургаде. А до 5, ну то есть такое все. Кто-то закрыт, кто-то открыт. Ну там, в общем, не активно город работает днем. Какая дорога классная вообще. Здесь был недавно дома, в смысле. Да? Прям совсем недавно. Да ты что, серьезно, да? Как интересно, видите, как тут все. Сегодня есть, завтра нету. Или наоборот, сегодня нет, завтра есть. Ух ты. Какие ты тут видишь перспективы и наоборот, какие минусы? Плюсы, минусы. Ну, плюсы, в первую очередь, это солнце, это постоянно классная погода. Нет дождей, по которым, кстати, я уже соскучился. Да? За год. Иногда хочется, да. Блин, ну море вообще потрясающее. Как бы не везде можно круглый год купаться в море. Фрукты, овощи полным-полно везде, и круглый год тоже так же. Все стоит довольно дешево в сравнении с какими-то большими городами. И чувство вечером, когда ты, например, где-то идешь по... Да где бы ты ни шел, наверное, вот просто по любой улице, где-то в Каусере, на Шератоне, везде постоянно какой-то происходит движ. То есть, ну, город, по сути, не спит. Да, то есть где-то, может быть, на окраинах, да, там все потише, поспокойнее. Везде движ, везде постоянно какая-то атмосфера праздника. И, ну, это тоже забавляет. Да, то есть, иногда бывает момент, когда это надоедает, когда ты уже прям такой перенасытился, но все равно как бы перезагружаешься и такой понимаешь вообще, где ты, потому что ты все-таки, ну, в курортном месте, и здесь классно. Не каждый курортный город может похвастаться, ну, таким морем. И классно выезжать на яхтах, кататься. Здесь есть много разных маленьких островов, куда можно съездить и увидеть те же Мальдивы. Ну, то есть по цвету, по красоте вообще очень, очень классно. Минусы, ну, на них, наверное, можно закрывать глаза с тем, что плюсов больше. Самое основное, это, конечно, грязь. Потому что большая часть улиц все загрязнено, то есть везде валяются бумажки, салфетки, то есть такого плана. И все это вроде как убирают, но все равно местные ничего не могут переучиться, то есть они везде выкидывают, все бросают, могут с балконов мусор кидать. Это для них считается нормой. Вот. Как бы вот это шокирует, а это такой самый, наверное, большой минус. Ну, а что касается перспектив, вот тот человек, который живет в большом городе, там, например, в Москве или в Киеве, там, неважно, который уже развит, у которого есть куча разных возможностей. Когда в городе хорошая инфраструктура развитая, вот, и ты все это знаешь, ты к этому всему привыкаешь, и ты приезжаешь сюда, в Хургаду, и ты как будто попадаешь куда-то в прошлое, там, лет 20 назад. Ну, потому что здесь этого ничего нету. Другой портал, да? Да. Да, Египет – это другой портал. И в этом портале вы заново учитесь радоваться простым вещам, смеяться, как в детстве, и снова учитесь любить. А еще Египет вас научит по-настоящему расслабляться. И ты, получается, если немножко головой поработать, то
подумать вообще, что здесь есть, чего здесь нету и что можно придумать. Потому что в твоем городе это уже могло, все уже может существовать. А здесь это только либо зарождается, либо этого даже еще не придумали. Почему не сделать это тебе? Тебе даже ничего придумывать не надо, просто возьми и повтори. Быть полезным, надо посмотреть, как я могу быть полезна обществу. Для этого нужно просто, те люди, которые сюда едут, не нужно бояться, приезжайте. Просто не надо прям сразу суету наводить, в первые какие-то дни что-то там везде ходить, искать, там работа, не работа. Просто расслабьтесь, отдыхайте, получайте удовольствие, хотя бы первый месяц. Да. Посмотрите вообще, как люди живут. Что здесь происходит, что продается, что, те же группы в фейсбуках, посидеть, почитать, помониторить вообще, что люди пишут, какие у них потребности, что есть в этом городе, и что можно дать вообще этому городу еще в дальнейшем. То есть, куча вариантов. Вообще просто надо перестроиться. Да, нужно, я говорю, вообще любой бизнес, служение, надо просто задать себе вопрос, как я могу служить этим людям, правильно же, да? Да, правильно. Что ты можешь дать, какие возможности ты можешь им открыть. Потому что многие знают о куче разных перспективах и возможностях, которые есть у них в городе. И здесь они, естественно, сталкиваются с тем, что этого нету. А потребность есть. А делать никто не хочет, по большей части, потому что те люди, которые сюда приезжают, они еще не понимают, хотят они здесь оставаться, не хотят. И из-за этих качель мало кто решается что-то делать. То есть задумки есть, в голове мысли есть, а осуществить их, на самом деле не прям так просто, потому что нужно какое-то время все-таки пожить здесь, чтобы понять эту всю атмосферу. И очень тяжело работать с египтянами. Это тоже является минусом, потому что довольно, по крайней мере, я рассказываю про тот круг людей, с которым я сталкивался. Конечно, везде есть и хорошие, и плохие, но все равно большая часть моего опыта говорит о том, что с египтянами очень-очень проблематично работать, потому что они хотят постоянно деньги, но не хотят ничего делать. Они могут пропасть. То есть, например, вы можете договориться о встрече завтра, например, в 5 часов, он просто пропадет и все. Это нормально, для них это норма. Они не видят в этом ничего плохого. Не объясняясь, да. То есть ты построил себе планы на весь день, еще что-то на какие-то следующие дни, а он тебе просто все разрушает. Или из-за этого. Такие есть. И, например, ты даешь ему какую-то сумму денег, он говорит, все, давай, окей, завтра. И в итоге это завтра, как правило, это никогда. То есть, и что касается денег и слова «завтра», забудьте, этих денег вы больше не увидите. Поэтому очень-очень аккуратно, очень осторожно надо с ними работать. Все везде 250 раз проверять, особенно если это что-то касается денег, бизнеса какого-то, это прям очень осторожно. Потому что я встретил за год жизни, здесь я встретил, даже на пальцах не то что считать, один человек, египтянин, с которым мы хорошо общаемся, которому я доверяю, верю, который меня не подводил. Собственно, он работает также в моей же сфере, то есть мы таки познакомились, он открыл небольшой магазинчик в Каусере по ремонту техники, и мы с ним небольшой бартер устроили. Поскольку у него маленький опыт в сфере ремонта, мы решили так, что давай я буду у тебя в магазине пользоваться твоим оборудованием, работать, взамен я буду тебя обучать. Ты будешь смотреть и будешь учиться. Шикарно. Я считаю здорово, потому что он стремится, он прям, видно, есть желание. Он постоянно что-то в Ютубе смотрит, что-то постоянно изучает, даже если меня нету рядом. Молодец. То есть он реально старается. Заточен на развитие, да? Да, а не так что тяп-ляп там. Ну что, мы находимся на Марине. Это одно из самых популярных мест Хургады, это набережная. Здесь очень красивые здания, такие цветастые, такая маленькая Италия, Испания, море, яхты и куча разных кафешек. Соответственно, днем здесь своя атмосфера, такая более тихая, спокойная, прогуляться, посмотреть на красивые виды, которые, отсюда не все просто открывается, мы не можем все показать. Но здесь очень красиво. А вечером здесь больше такой движ, здесь все светится, куча народу, пьянки, гулянки, музыка и все подобное.
Ты знаешь, мне одна знакомая недавно говорит, Виктория, говорит, хватит. Говорит, что ты сюда зазываешь всех, хватит. Говорит, зачем они тебе, пусть там сидят. Но я, знаете, как подумала? Я подумала, вот если тут мне хорошо, тебе хорошо, вот почему бы тут не пригласить других, чтобы они пожили час жизни счастливыми, правильно же? Да, помимо того, что счастливые, они же еще могут и что-то дать этому городу. Вот, вот. Так что постарайтесь быть нужным человечеству. Это да. Любой бизнес же служение людям, правильно? Верно, Да? верно. Вот. Что касается работы в Хургаде, ну, вот чем заниматься здесь. Как я это вижу, то что здесь большая часть работы, это, наверное, связано с руками. Это сантехники, электрики, потому что египтяне, которые живут здесь, которые не были в Европе, не были там в России, то есть у них нет опыта в других странах, да, работы, понять вообще, как другие работают. Из-за этого у них здесь все тяп-ляп. То есть, ну, элементарно, пирамиды они вот почему-то построить смогли, а вот плитку ровно положить не могут. Не дано, видимо, им. При том, что вот она неровная, она кривая, они это видят. И они не видят в этом ничего плохого. Для них, потому что у них не с чем сравнить, по сути. Ну, типа, вот, ну, нормально, что, лежит, что не так. А то, что в других странах, это, ну, это вообще даже в голове не укладывается, как можно было такое сделать. Вот. То есть, ну, это такой маленький пример, как бы, про плитку. Поэтому все, кто занимаются, что-то делают, руками выполняют, они здесь очень ценятся, потому что очень много русскоязычного населения здесь, которые ищут постоянно мастеров, каких-то там элементарно, там муж на час, там что-то кондиционер сделать и так далее. Все ищут постоянно своих, потому что к египтянам каждый раз обращаются, и каждый раз они сталкиваются с разными проблемами, поломками и так далее. Я, конечно, не говорю, что это постоянно и у всех, но по большей части то, что я слышу от своих знакомых, это так. Конечно, есть тоже толковые египтяне с руками, но их, к сожалению, очень-очень мало. Вот она, красота. Мама, я в Ютубе. Дорогие друзья, Алексей сейчас с моим триподом идет. Вот чтобы вы... Я с собой беру видеокамеру. Вот так вот я хожу по городу, представляете? Дорогие девочки, Алексей у нас не женат. И смотрите, хороший мужчина. Не пьет, не гуляет, не курит. Ты не куришь, да? Я, видишь, не видела. Работающий и симпатичный. Как типа намек на продолжение. Намек на продолжение. Идем покажем матрас. Пойдем. При отелях. А так что руки смешно. Завяжи. Не скажешь, что я по приколу так все придумала, понимаешь? Вот там так. Что происходит? Я тебе просто покажу, как ты в камере смотришь. Ну что, друзья, тогда до новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующий раз мы покажем, где мы жарим шашлыки и как мы проводим время отдыха. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, видео было вам полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока. До скорых встреч!